День добрый. Называемся Александр Хорецкий. э, Называюсь Александр Хорецкий. Я руководитель Академии регенеративной медицины. Более 15 лет я разработал методику, которая позволяет лечить большинство неизлечимых заболеваний. Звучит это фантастически. Э, Многие в этом сомневаются. Я искал много людей с различными заболеваниями лет 10 назад, чтобы доказать правоту своей методики, которая на то время, когда я уже проверил ее на различных заболеваниях, самых тяжелых, неизлечимых, включая проблемы с сердцем, почками, печенью, поджелудочной железой. Вот. Ну, в том числе вот такие заболевания, как рассеянный склероз Паркинсона, миопатии, мышечная дистрофия, мышечные атрофии. Эти заболевания достаточно легко поддаются воздействию методики, и эффекты просто фантастические. Единственная проблема, я обратился во все страны фактически мира. Я посадил человека, который разослал информацию, что есть такая методика, может лечить большинство неизлечимых заболеваний, перечислил, коротко написал, что и как. Э, Несколько министерств здравоохранения, несколько правительств некоторых стран, не буду называть какие, вот, ответили очень существенно. Будем иметь в виду. Есть такая поговорка, что имеем, то и дальше. Короче говоря, никого не заинтересовало то, что может лечить на сегодняшний день. Если бы я создал методику, которая убивает людей на расстоянии или, или мгновенно, или что-нибудь в этом духе, то она бы заинтересовала. А лечение, оно уже истратило все смыслы в данной цивилизации. Все говорят только, что хотят быть здоровыми, а на самом деле это только разговоры. В связи с тем, что методика достаточно объемная, затратная, длительная, ее невозможно фактически самостоятельно использовать. Там много методов есть, которые можно человек, чтобы он использовал сам, но большинство это воздействие некоторых методов при помощи людей, которые обслуживают. Это массажи, это электростимуляции, это пилинги, ну, много-много всего, что человек проходит в течение фактически недели, которые циклы эти повторяются, потому что за один день и за два там невозможно все сделать, но вот недельный цикл, он дает возможность использовать около 50 методов одновременно. И эффект от этих воздействий дает свой результат. Что происходит? Это не лечение нервной системы, это не лечение чего-то либо. Это очистка организма, это восстановление всех функций. И так как у ящерицы вырастает хвост, так у человека восстанавливается все, что было нарушено. До какой степени можно восстановить? Я в своей практике регенерировал кости, регенерировал органы, которые были повреждены более чем на 50%. Поэтому ограничения этой методики я не вижу. Единственное – это состояние здоровья. Состояние здоровья некоторых людей, которых я раньше принимал, было, ну, им оставалось несколько дней жить. Я таких принимал, мне было интересно. На сегодняшний день я уже таких не принимаю. Почему? Потому что не хочу создавать претендент риска для, ну, и для людей, которые приезжали бы.
стресс для их родственников, если бы что-то случилось. Есть такие понятия, как зависть, злость, ненависть. И вот эти вот вещи, они, к сожалению, на сегодняшний день существуют. Поэтому я на сегодняшний день принимаю людей, которые без особого риска, с большой вероятностью, хоть даже сложное заболевание, но если форма его еще достаточно позволяет принять человека. Многие люди, которые обращаются ко мне, имеют не только смертельные, неизлечимые диагнозы, но почти у всех у них уже расшатана нервная система. Почему? Ну, представьте, что кому-то из вас, например, там, кто меня слушает, дали бы смертный приговор, например. И вот эти вот диагнозы, которые на сегодняшний день открыты и обязаны говорить врачи, раньше это было запрещено, они убивают человеку душу, очень сильно воздействуют на психику, и люди уже становятся неадекватными для окружающих. Они начинают ненавидеть всех и вся. Поэтому многие люди, которые уже ко мне обращаются, они мило разговаривают 5-10 минут, а потом у них просто э, взрывается эмоции, взрывается нервная система, и они уже э, от простого разговора переходят в грубые формы, хотя э, я ничего им плохого не делал и не делаю. Я просто единственное констатирую факт, что это можно вылечить. То, чем люди болеют, они воспринимают это со злостью. Это на сегодняшний день ненормальная реакция. Она была, есть и будет, но у людей, которые без исходности, ну, находятся в таком состоянии. Я делаю некоторые фильмы, рассказываю о методах многих лечений. Я создаю методики и совершенствую их. И для некоторых моих доработок нужны еще люди, которые бы с тяжелыми заболеваниями приезжали, я бы их лечил даже бесплатно. Поэтому вопрос только в том, чтобы люди в это верили, хотели землю грызть для того, чтобы быть здоровыми, а не просто приехать, нате, вот я подопытный кролик, и делайте со мной что хотите, вылечите, вылечите, нет, так нет. Нужно желание быть здоровым настолько сильным, чтобы других даже мыслей не было. А у людей уже его, в принципе, этой веры, надежды и любви к людям ее нет. Э, Поэтому для меня лично доказывать то, что методика работает и существует и эффективно, не нужно. Тем более я сделал уникальное, можно сказать, открытие и запатентовал его в России и в ШОС. Поэтому я имею патенты, которые подтверждают эффективность этого метода и его существование и легальное использование. Это не просто какое-то шарлатанство, человек пришел, мне приходилось очень долго, в течение пару лет доказывать всеми методами проходить медицинские экспертизы своему способу оздоровления. И э, сейчас я бы хотел дать слово человеку, который реально вылечился от тяжелого заболевания. Это было 10 лет назад, наверное, уже даже больше, когда он приехал ко мне с диагнозом рассеянный склероз. Я думаю, что и он так думает, и врачи,
что на сегодняшний день его бы уже не было, если бы он не приехал. И как его самочувствие на сегодняшний день, я даже с ним не разговаривал перед нашей сегодняшней встречей. Хотел, чтобы он сам рассказал о том, что было, что есть, и как он думает, что будет вот с тем диагнозом, который, с тем смертным приговором, который ему дали. Это где-то около 15, наверное, лет назад. Прошу, Константин, расскажи. Можешь представиться, насколько можешь. Микрофон. Не получается. Я вкратце скажу, пока он пробует подключиться, что-то опять с микрофоном. Часто проблемы бывают с микрофоном. Я в своей жизни много раз искал людей с тяжелыми заболеваниями. О, есть. И Ничего себе. как-то вот Константин обратился с тем заболеванием, которое я хотел доказать, что оно тоже поддается лечению. Прошу, Константин. Ну, чего рассказать о себе. Мне диагноз поставили лет 15 назад, совершенно верно. 10 лет назад случилось обострение, я прям сильно-сильно плохо себя почувствовал, там, да, там тело было онемевшее, там, ну и так далее. В общем, классические признаки рассеянного склероза. На МРТ показало, как бы там, да, что у меня всякие бляшки в голове, в шее, как бы там, да. Естественно, я походил по врачам, по всевозможным, там, да, там, первые, там, 2, 3, 4 месяца, как бы там, да, там, походил по российским врачам, и на что везде получал ответ. Как, ну, так получилось, как бы вы заболели, соответственно, там, да, сделать ничего не можем, вот вам как это, препараты, колитесь раз в неделю, как бы там, да, там, может, вам будет лучше. А вообще, в принципе, рассчитывайте на то, что лет там через 5, 7, 10, как бы там, да, вы покинете этот мир. Вот. Вот, собственно говоря, как бы там, да, такую мне замечательную историю, как это, наши врачи сказали, как бы там, ну, в общем, готовьтесь. Естественно, как бы там, да, там у меня как, первые там 2-3 дня был шок, вот, от этого, этих известий, вот, мне это очень не понравилось. Каким-то случайно чудом я нашел Александра Валентиновича в интернете, да, вот, приехал к нему. Конечно, первый раз, когда я приехал, я был, мягко говоря, в шоке от его процедур, вот, но, как ни странно, как бы там, да, там, э, потом их принял, как бы через какое-то время там, да, там, соответственно, там, да, и на протяжении, я не знаю, сколько там, ну, лет 6, наверное, там, 2-3 раза в год я приезжал во Вроцлав, как бы там, да, там, соответственно, там, на эти процедуры на 2-3 недели, там, да, там, ну, вот сейчас, там, чуть-чуть, фу, прекрасно себя чувствую, как бы там, да, все хорошо, как бы там, да, играю в теннис, гуляю, бегаю, прыгаю, в общем, и так далее. Вот, как-то так вкратце. Хоть какие-то еще признаки остались от заболевания или все Я их, абсолютно я их нормально? на Что, самом деле как что бы еще? я на самом деле их не чувствую, там, да, соответственно, там раз в год я делаю МРТ, как бы там головы и шеи для того, чтобы там понять, что с этими бляшками творится, там, да, там, соответственно, там, да, то есть, ну, по сути, они остались ровно в том же самом, как бы, состоянии, как были там 10 лет назад, да, но все те, как бы, там, да, там, негативные истории, которые приключались, как бы, там, да, там, с нервной системой, они, в общем, чуть-чуть, фу, как бы, там, да, там,
возвратились, как бы, ну, вернулись в нормальное состояние, там, да, и Ну сказать и, так, что и некоторые бляшки, как я говорил, немножко, некоторые небольшие, они ушли, а некоторые там, да, да, некоторые есть, чуть-чуть, да? там, да, там показывают, что они рассасываются, как бы, там, да, там, соответственно, там, да, потому что они в шее много, как бы, там, в голове внутри, как бы, там, да, то есть, наверное, ну, мозг, наверное, и человеческий организм способен и работать и не так, как бы, там, вот, поэтому все хорошо, как бы, да. Живешь, доволен жизнью, Да, полноценной да, да, жизнью живешь. полноценный, абсолютно полноценный, как бы там, да, наверное, даже как бы иногда чересчур полноценный, как бы там, да, с точки зрения как бы там занятий там спортом, легким экстримом и так далее, как бы там, да, то есть никаких как бы там ограничений там для себя я не вижу. Вот. Я тут делал МРТ, как бы там, да, там мне врач-невропатолог там как бы, ну, в другом месте пришел, когда там, ну, расшифровывать результаты там и так далее. Говорит, а ты зачем вообще делаешь, как бы МРТ делаешь? Я говорю, ну вот у меня рассеянный склероз. Он так на меня смотрит, говорит, ну постой на одной ноге, попрыгай, как бы, коснись пальцем носа, как бы там с закрытыми глазами там и так далее. В общем, врач в летах был, сказал, что я не верю твоему диагнозу, что у тебя рассеянный склероз. Тебя бы уже Хотя даже МРТ еще показывает, да? да, да, да. Тебя, если бы как 10 лет назад поставили этот диагноз, как бы тебя бы уже давно-давно бы не было. Да. Вот. Вот заслуженный какой-то врач, там, кандидат там, или доктор медицинских наук там, и так далее. В общем, да. Ну, в общем, вот. Ну вот, видишь, кандидаты и заслуженные, и в то же время существует методика. Я о ней не сильно рекламируюсь, я просто Ну, говорю о том, что это существует, что есть возможность. Но, к сожалению, ни врачи, ни люди этому даже не верят. Ну, это их проблемы. Значит, так надо. Значит, так надо, чтобы одни не лечили, а вторые, чтобы не выздоравливали. вот, ну и, соответственно, как бы там я вот здесь вот на 100% поддерживаю то, что Александр сказал, как бы там, да, с точки зрения того, что, ну, человек в первую очередь должен хотеть быть здоровым, там, да, потому что если он не хочет быть здоровым, то его никто и ничего и никогда не вылечит, там, да, то есть я, честно, хотел быть здоровым, как бы там, да, и прилагал массу усилий к этому, вот, поэтому мне кажется, все получилось. Благодаря, как бы там, да, там Александру и своим собственным усилиям, все, как бы там Ну, конечно. делать в позитивном ключе. Вот. А пробовала еще где-то до этого, до меня? Нет, нет, ну я как бы ходил многих традиционных врачей-невропатологов обошел, и ничего утешительного для себя не Ну, я услышал. понял, что ты обошел всех светил в России, Ну, там, ну там, да, 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 специалистов, соответственно, которые... которые занимаются как бы там, да, там проблемами рассеянного склероза, как бы там, да, там, в принципе, там есть там в России несколько центров рассеянного склероза, которые лечат, как бы там, да, то есть, ну, по сути дела, как бы ответ один. Ну, вот тебе лекарство, как бы там, да, кали его там раз в неделю или каждый день, там, в зависимости от того, как бы там, разная степень, как бы там, да, там, ядовитости этого лекарства, там, да, там, и вот, может быть, там, тебе будет, проживешь, как бы, чуть-чуть, там, на 5 лет подольше. Вот. Понятно. Ну вот, вам, кому это было необходимо, есть вот живой свидетель вам. Таких много и по разным направлениям, по разным заболеваниям. Что удивительно, то, что эта методика не лечения рассеянного склероза. Это не лечение миопатии, мышечной дистрофии, атрофии. Это лечение фактически всего организма, очистка всего организма, восстановление всех жизненно важных органов и функций. Поэтому организм сам способен со всем справиться, но нужно ему дать, создать условия. Мало кто в этом разбирается, мало кто понимает. В то же время есть воздействие сил высших. Есть такие силы добра, зла, которые воздействуют на человека. Одни мешают, вторые не помогают. Вот тоже нужно понять, какие проблемы духовные у человека и фактически помочь
ему тоже в этом направлении. Для этого я разрабатывал и практики самопрограммирования подсознания, которые позволяют на духовном уровне человеку помочь, чтобы он восстановил свои духовные силы. Для того, чтобы помочь людям, есть не только методы, не только, как вам сказать, э, сама вот методика. Есть даже место, созданное природой, высшими силами, где это нужно сделать. Я не буду рассказывать сильно о преимуществах того и воздействии энергии, которая существует ну, в Свободицах в Польше, там, где у меня клиника существует уже много лет. Я интересное явление заметил здесь, в России, где я сейчас делаю ремонт. Я здесь приобрел санаторий, сейчас его ремонтирую и постараюсь в ближайшее время хотя бы так на минимум его открыть. Я приобрел его в прошлом году, где-то в это же время, и очень много здесь было грибов. Ну, обычные маслята, там белые грибы, подосиновики, подберезовики, грузди. Э, Вот в прошлом году я был поражен, что их много. Но за этот год что-то изменилось настолько. Я сегодня разговаривал как раз на эту тему, меня поразило другое явление. Я никогда в жизни, я очень много где был, я вырос в Беларуси, я приехал даже сюда вот в прошлом году, я никогда не видел масленка, который по диаметру 20-30 сантиметров. Что произошло за этот год здесь, на территории санатория, какая энергетика или что вот, провоцирует создание таких вот грибов. Я бы не сказал, что это мутанты или что-то такое интересное, но вот все грибы, они очень большие по размерам, вот по уровню даже прошлого года. Грузди, ну просто вот я как их несколько только в ведро вмещается. Но маслята то же самое, как белый гриб, его просто даже на вид не отличишь. Так что есть, скорее всего, вместе с энергией и воздействием на физическое тело есть еще энергетика этих мест, которая, скорее всего, способствует выздоровлению людей. Я в этом убедился и в Польше, и вот убеждаюсь здесь, в этих явлениях, которые здесь происходят. Я сегодня был тоже поражен, вот, проходил по территории буквально час назад, и я такой тишины, такого безветренного состояния я, честно говоря, нигде никогда не видел. Даже на макушках лиственных деревьев не шелохнется ни один листик. Просто вот он висит и не шелохнется. Это, не знаю, просто вот, как говорят, ветра нет, от слова нет совсем. Вот. И такой тишины, такого спокойствия, такого вот атмосферы, воздух чистейший. Это предгорье Урала, южная часть Урала, просто превосходно. Минеральная вода здесь очень отличная, воздух, ну, и мои разработки, если кого-то заинтересует. Опять же, я не буду стараться, я уже пытался предложить свою методику, не буду стараться лечить весь мир.
когда все стараются только уничтожить друг друга. Поэтому я не буду идти против тех сил, которые создают проблемы людям, потому что уничтожат и меня. Я буду принимать по несколько человек, и я думаю, что этого будет достаточно. Главное, чтобы эти люди были достойными э, того спасения, которое я буду им помогать вот, выкарабкаться с тех тяжелейших заболеваний. Есть люди, которые думают о том, что вот нужно много денег на лечение. Да, я не буду лечить бесплатно некоторых и могу лечить бесплатно некоторых. Поэтому есть категория людей, которых я буду считать, что они достойны того, чтобы жить и продлить им жизнь не для того, чтобы они создавали проблемы другим. В моей практике было очень много людей, когда мне стыдно на сегодняшний день, что я их лечил за деньги или без денег. Это люди, которые недостойны того спасения, которое с моей помощью они получили. Я не медицинский центр, не государственная форма обеспечения здоровья. Я буду работать избирательно. Мне не важно, это за деньги или без денег. Я буду просто работать так, чтобы мне не было стыдно за то, что я вылечил человека. Раньше я пытался брать всех подряд. Мне было интересно, мне было в моей практике любое заболевание неизлечимое – это ну, новое открытие. На сегодняшний день мне не нужно никому ничего доказывать. Я уже знаю досконально, как, что, почем, сколько времени нужно на какое-то заболевание. Но люди, которые сегодня э, приходят и хотят быть здоровыми, должны иметь какую-то чистую цель в жизни, должны быть полезны обществу, а не являться проблемой для общества. Вот такая вот философия. Я извиняюсь, что я об этом говорю, но это наболевшая проблема, потому что есть люди, которые вот я спасал жизнь, а они, ну, я считаю, что делал это зря. Вот такие вот дела. Какие у вас есть вопросы? Я думаю, что есть люди здесь, которые хотели бы задать вопросы по конкретным заболеваниям. Здесь э, есть русскоязычная аудитория и польскоязычная аудитория. Сегодня мы ведем беседу на русском языке, поэтому если кто-то на польском языке хочет что-то сказать, я могу перевести. Прошу вас, кто хочет что-то сказать, включайте микрофон. Я хотел поблагодарить Константина за то, что он решился на вот этот вот фильмик. Я ну, имею разную информацию о том, как люди некоторые хотят себя показывать, некоторые не хотят рассказывать. С одной стороны, кто-то стесняется, боится сглазить, кто-то, наоборот, хочет своим примером показать, что это возможно.
И Константин правильно сказал, что ну, то, что мы делали, это мы делали, но вот его желание, его сильнейшее желание жить и в то же время на сегодняшний день даже приносить какую-то там пользу, это тоже дает положительный результат. Поэтому, по крайней мере, я не знаю ничего плохого, что он делает в своей жизни. И это меня вот радует, и поэтому я его пригласил на сегодняшнюю передачу. Я не могу сказать это о некоторых, и некоторых не хотел бы даже видеть своих пациентов. Вы можете вообразить, насколько люди некоторые имеют ну, негативное и прошлое, и будущее, и болезни. Иногда это то, что человек в какой-то степени заслуживает. Поэтому поймите вот это вот, если кому-то поставили смертельный, неизлечимый диагноз, это смертный приговор с отсрочкой исполнения. Но каждый имеет возможность подать апелляцию. Если он не подал апелляцию, если он согласился со своим диагнозом, ну тогда приговор приводится в исполнение. Константин подал апелляцию. Реально. Это точно так же, как в жизни. Высшие силы направили туда, где могут ему помочь. Отправили ко мне. Вот его желание, его апелляция дали возможность ему на сегодняшний день жить без никаких признаков того заболевания, которое ему сулило уже на сегодняшний день ну, огромную проблему, можно сказать, если мягко выражаясь. У кого есть Спасибо какие вопросы? большое. Да-да. Говорю, спасибо вам большое. Ну и тебе спасибо, что ты вот тоже есть, что э, есть люди, которые можно еще где-то гордиться и э, можно ставить в пример. Да. Вот я отключусь, просто у меня там важная встреча сейчас будет. Вот туда. Спасибо Все, большое. огромное спасибо. До свидания, всего хорошего. Желаю счастья, здоровья, всего наилучшего, Константин, и всей семье. Так, и что, есть желающие что-нибудь сказать по поводу неврологических заболеваний, там, рассеянного склероза или что-нибудь в этом духе? Тишина. Тишина – это тоже знак согласия. Да. Жаль, что вы не задаете вопросы, когда есть дискуссия, тогда проще проводить вот эти вот конференции различные. Я думаю, что сегодня это будет тема дебата, это мы с вами будем спорить, будем ругаться, будем выяснять истину, но что-то не с кем тут даже поругаться, не с кем даже подискутировать. Я знаю, что те польскоязычные люди, которые сейчас э, находятся на Зуме, их ну, 18 человек, они согласны и знают все возможности, то, о чем я сейчас говорил. Да, Эдвард? Ja все разумею, вопросы могу аудовать, ale nie хорошо по-русски говорит. Я aber все разумею, Все понимаешь, это хорошо. понимаю. Да, Да. да.
два дня назад Эдвард учиться получил укус комара какого-то сильно ядовитого. Я не знаю, где он его нашел. Такая пошла аллергическая реакция, что пришлось ему давать советы, чтобы спасти ему тоже жизнь в очередной раз. Вот, ты когда первый раз приехал в Сибадице, в э, Польшу? э, 3 раза. Три года назад? 3 раза, no. Чи лята тему, так? Tak, 3 lata. Razem 3 raza. Ну, три раза ты был Три и чи раза лята тему, так? nie. Ostatni raza była 2 lata temu. 2 lata temu. А первый раз или Pierwszy раз? raz to było 4 goda. 4 года назад, да? 4 года. Ну, а вот Эдвард тоже с тяжелейшим заболеванием почек. У него одной почки уже нет, и вторая уже отказывала. Он приехал 4 года назад. И, ну, как видите, он еще живой и еще улыбается. Jeszcze żyję, jeszcze żyję. Ну, Эдвард, а вот помысли, чи жил бы ты, если бы не приехал? Nie, Так вот помысли. zero szans. Zero szans. Ну, вот Zero Эдвард szans. говорит, Bo, если бы он не приехал Mhm. в Польшу, ноль шансов было бы у него на жизнь. Mnie chcieli chemiczką, jak to się nazywa, Химиотерапию. chemioterapię Да. делать. Nie? Ну, хотели ему делать химиотерапию, которая его бы уничтожила, потому Я, что я, я состояние... говорю, нет, Да. нет. I tam zaraz jechać na Polskę i leczyć się w Świebodzicach. А сколько ты доведешься у нас? Откуда ты узнал про нас? To było mm, przypadek, jak jest paruski przypadek. Ну, случайно. Случайно. To ja смотрю internet i tam było mnogo adresa i tak dalej. Patrzę, ja смотрю, Harecki, aha, zadzwoniłem, telefon, no i tak to się zaczęło. No i pana syn odebrał telefon, no i żeśmy się tak dogadali, pogaworili. Ja gaworimy ze synem i powiedziałem, że jadę na Świebodzice i się będę leczyć. Budu leczyć. Да. Ale Нашел panie Harecki, контакты по интернету, связался по телефону с no сыном, ja договорился и приехал. Ja widział jedną audycję od pana, jedną audycję i posmatrywał tylko, jest хорошо. Jadę na Świebodzice. А ты посмотрел только один фильм, так? Jeden film, И tylko поехал. jeden film. Он A ja, посмотрел ja только już один wiedział. фильм какой-то, нашел и сказал, что едет в To była Символице. intuicja. Интуиция, да. Ну, и с tego Intuicja. powodu To żyjesz. było z После tego этого powodu żyję. так Żyję, что no, вот вам еще пример, ну что сказать, какой диагноз даже, понимаете, это почечная недостаточность фактически, это инфекции, это очень многие. И вот 4 года он назад приехал, но до сих пор он советуется очень часто со мной, что делать, даже вот, укусил его комар какой-то сверхядовитый. Вот. Пошла аллергическая реакция, и то звонит, что делать. Ну, я ему дал совет, там, какой препарат взять. Живой. I teraz budu sprzedawać. Teraz Сейчас wapno будет sprzedawać. продавать рецепт того, что я ему посоветовал. Produkować.
ale pomogło, pomogło. По-моему, да. To jest ważne, pomogło. Фактически в течение годины już стало lepiej, tak? Tak, da. No, w tечение часа стало ему уже лучше. Teraz wszystko хорошо. No, М. norma. Nie ma Прекрасно. wolnej ruki. Nie ma wolnej ruki. Ну, Jeszcze 2 года i буду по-русски говорить. Я muszę ну, jeszcze приедешь uczyć. тут в Сибирь, мы тебя заставим, мы тебе найдем тут молодую девушку, она Ладно. тебя научит русскому языку. Ale tylko w noc. Tylko w noc. Wszystko. Ja, А только ночью для чего? Чтобы ja, тебя не видеть или a чтобы ты не w, видел? w dzień буду spać. W dzień буду А, spać. W noc robota. Ночью Ja, ja, будешь ja работать. potrzebuję, ja potrzebuję jeszcze 2-3 года. Ja rozumiem wszystko. A 80%. 80%. Ale mit język, no, problem, Ну, и так no, хорошо. Ты problemy. живешь No. в Германии, знаешь немецкий, знаешь польский, знаешь русский, это уже хорошо. No, ja muszę uczyć po-ruski, jak ruski soldaty na Berlin przyjdą, to ja muszę mieć z nimi говорить. Będę wódku sprzedawać. Wiesz co, możliwe ruskie przyjdą i do Niemiec, no co? No. O. No, возможно, русские придут еще и в Германию, а что сделаешь? No. A na urodziny, jak się mówi po-ruski urodziny, День dzień рождения. rożdżenia, nie? Urodziny. Jak Да-да, ta rożdżenia, день to рождения, да, dzień rożdżenia, по-русски. urodziny. No, to jeszcze съем miesiąca i po-ruski говорит. Powoli idzie, powoli idą. Ясно. Ruski nie jest ciężki do nauki. Ja byłem w szkole i ja uczyłem się 3 года ruskiego języka. Pisać ja umiem perfekt. Miękki znak, twardy znak, nie ma problemu. Aber mit говорить, das ist nicht so, mit język ist nicht хорошо. Ну, когда нету практики, то тяжко. Aber wenn Нету практики. ludzie говорят по-русски, я разумею не все, а 80%. Ясно. Эдвард, ты приезжал в Польшу, в клинику уже несколько раз, и как с теми пациентами, которые приезжали тоже в тяжелом состоянии, ты с ними имеешь контакт, как им стало лучше, хуже, выжили они или умерли? Pacjenty były хорошие ludzie, mocno bolni i wszyscy говорят po dwóch tydzień, w 2 tygodniach, 3 tygodnie, żaden nie był już bolny. Żaden nie był wolny. Wszyscy uczucia. Ну, Эдвард говорит, что все, кто приезжали с ним вместе, в течение 2-3 недель улучшали свое самочувствие, им было становилось намного лучше. Поэтому вот вам тоже свидетель того, что происходило и с ним, и с другими, используя ту разработку, которую я создал. No, a Очень ja był bardzo bolny. No, po 4 tygodniach, niedziela, 4 niedzielach, schon łучszy
zdrowie perfekt, also perfekt, no, ale super, super z, здоровье воочию. Здоровье воочию. Ну, говорит, что в течение вот 4 недель он очень хорошо улучшил свое здоровье, когда он приехал первый раз. Te metody od pana super, super, on делают только здоровье. Только здоровье. Методы, которые мы используем там, они очень хорошо помогают насчет здоровья. Эдвард, скажи, ты вот когда ну, делаешь очистку печени, сколько раз ты сказал, что завтра будешь делать очистку печени, да? Который раз ты уже ее делаешь? Czyszczenie wątroby? Так, O, to 200 razy. 200 razy. за 4 года около 200 раз, да? Teraz В течение 4 лет около 200 раз, так? 200 razy. 200 razy. В 4 lat. течение 4. 4 лет он сделал около 200 раз очистку печени. Это не сказка, это не преувеличение. Он бы этого не делал, если бы это ему не нужно было. Сегодня тоже. Сегодня тоже. Сегодня делаешь, dzisiaj делаешь, так? Dzisiaj, tak. Да. O 20 часа буду олej pić. Ну, 8 часов он будет Там употреблять масло, уже он приготовился. электрическая подушка Один придет. из методов, который необходим для лечения человека, это очистка печени, это азы. И опять же, та очистка печени, которую мы делаем, она абсолютно фактически безопасна, даже для тяжело больных людей. Czyszczenie wątroby хорошо, bardzo хорошая metoda. Очистка Skuteczne, печени, он skuteczne, сказал, skuteczna что очень metoda. хорошая, эффективная методика. Skuteczne. Да, скутечная, так. Ну, кто еще хочет какой задать вопрос? Кто там у нас русскоязычный, хотя бы кто-то? Только Германия. Только Германия. Да, По-русски. да. Видите, трансляция на русском языке. 20 человек есть в Ютубе, а вопросов не хотят задавать. Никого не интересует здоровье, видите? Такие вот дела. Ну что, хочу вам пожелать счастья, здоровья, успехов в жизни, чтобы вы в своей жизни ругались со своими соседями, друзьями. В 150 лет вы это делали, до 150 лет, чтобы не ругались. Mówił po polsku. Chciałbym, żeby wy w 150 lat kłócili ze swoimi sąsiadami, do 150 lat nie kłócili. Жизнь. Александр, Тогда слушаю. здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тут даже вопрос не знаешь, какой задать, потому что как бы все уже ясно. Любое лечение начинать с очищения. Чистка кишечника, печени и как бы даже не знаешь. Любое заболевание аутоиммунное, там инфекции, это лечение одно, чистка печени. И тут даже поспорить Нет, лечение не одно, что только чистка печени. Без очистки печени ни одно лечение не помогает. Вы
немножко прослушали, мы используем, например, у себя около 50 методов одновременно, например, в течение недели. Это очень интенсивно. Но один из методов – это очистка печени, которая очень важна, и без нее ничего не поможет. А люди не хотят этого делать, боятся, их дезинформировали, что это опасно, и много-много всего того, что люди на сегодняшний день получают с интернета, с телевизора, с телефона, дезинформацию. Но не безосновательно многие люди просто используют не те методы очистки, которые позволяли бы безопасно это сделать. Я добился, практикуя в стационаре у себя, добился того, чтобы эти методы были безопасны. Понимаете? Ну, у вас, да, понятно, у вас там, да. А вот в домашних условиях, В домашних условиях, вот Эдвард у нас был в общей сложности, ну, там 3 раза, пускай по месяцу, но это он сделал, ну, около там десятка очисток, а как вы слышали, он за 4 года сделал около 200 раз. Поэтому он же не делал у нас, и каждый может это сделать самостоятельно у себя дома. Есть информация, как это делать, и есть кто боится. Вот у нас даже в Польшу люди приезжают на 3 дня, на неделю, на такие короткие курсы, чтобы научиться делать очистку печени. Вот эта вот детоксикация, она очень важна, и без нее двигаться нельзя. И люди, которые боятся сами сделать, ну, это один шаг, делать это под присмотром и под ну, контролем, с воздействием на организм человека многих методов, которые позволяют это сделать безопасно. Поэтому, если хотите, вот откроемся, приезжайте хоть на несколько дней, сделаете очистку и будете довольны, и дальше сами можете делать ее. хорошо, спасибо. Всего хорошего. Так что, видите, есть у людей как бы желание, но люди боятся все равно это делать. Ну что ж, еще раз повторяю, приглашаю к себе, кто хочет на лечение, на отдых, на то, чтобы посмотреть природу, очень уникальную. Я говорю, я очень удивлен теми явлениями, которые происходят здесь, особенно вот с грибами я поразился. Таких грибов, таких размеров я даже в прошлом году на этом месте не видел. Поэтому за год, скорее всего, все, что мы здесь создаем физически, я думаю, что это создается еще энергетическое какое-то пространство, какой-то портал, какая-то энергия, которая именно вот вокруг этого санатория. Так что думаю, что это для тех людей, которые достойны быть здоровыми. И вот это место, таких мест на Земле очень мало. Чтобы все факторы, на какие я бы ни посмотрел, чтобы они давали только положительные эффекты. Всего хорошего вам еще раз. Не болейте,